Здравствуйте! В этом видео я хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос: как добиться безотказного включения в схватку от защитной, караульной или охранной собаки, чтобы она сработала в боевой ситуации без лишних раздумий при малейшей провокации злоумышленника или при первой же команде проводника. Чтобы получить ответ на этот вопрос, давайте проанализируем кадры, которые вы сейчас видите на экране. На них кинологи полиции пытаются при помощи служебных собак разогнать нарушителей правопорядка. Но почему-то служебные собаки отказываются включаться в работу. В чем же проблема? Ведь нет никаких сомнений, что данные собаки получили полноценную боевую подготовку и прошли соответствующие испытания, иначе их не допустили бы к несению службы. Да и управляют этими собаками профессиональные кинологи, обладающие необходимыми знаниями и опытом. Но то, как ведут себя собаки в боевой ситуации, вызывает полнейшее недоумение. Одна собака смотрит по сторонам, не понимая, что происходит. У другой разбушевалась игровая мотивация, и она решила схватить рядом стоящего полицейского за рукав. А третью кинолог непонятно зачем наталкивает на нарушителя, думая, что это как-то заставит собаку перейти к решительным действиям. Но все это не дает никакого результата. А знаете, что самое интересное? Если бы на месте нарушителей был инструктор в защитном костюме, то все эти собаки включились бы в работу моментально. В интернете можно найти огромное количество видео, на которых собаки армии и полиции демонстрируют красочные показательные выступления. Они выбегают из катеров, вертолетов, машин и бегут на задержание и крушат всех учебных нарушителей. Но как только возникает боевая обстановка и приходит время задержать настоящего противника, все умения куда-то растворяются. Так почему же лохматые стражи порядка не включаются в схватку с нарушителями? Ответ очень простой. Эти собаки являются откровенным браком для защитно-караульной службы. Говоря на кинологическом языке, у них отсутствует должная степень проявления боевого инстинкта, который является врожденной способностью. Без этого вся подготовка собаки превращается в пустую трату времени. Даже если лучшие инструктора будут заниматься с этими собаками каждый день на протяжении нескольких лет, это ничего не поменяет. Они как были бесполезными для боевого применения, так и останутся. Но парадокс заключается в том, что для того, чтобы понять, пригодна ли собака к несению защитно-караульной службы, нужна всего лишь 1 минута, на протяжении которой кинологи должны провести так называемый фундаментальный тест на боевой инстинкт. Об этом тесте знает каждый заводчик, занимающийся племенным разведением немецкой овчарки. Если вы откроете стандарт этой породы, то увидите, что в нем четко указывается, что для того, чтобы собака могла нести охранную, защитную и караульную службы, она должна обладать боевым инстинктом. Это правило было принято как аксиома еще более 100 лет назад. Именно поэтому во времена ДОСААФа для получения статуса племенного производителя немецкие овчарки в первую очередь проходили проверку, которая и носит название «Фундаментальный тест на боевой инстинкт». Это основополагающее правило, кроме всего прочего, еще является и ответом на вопрос, почему испокон веков немецкая овчарка считается служебной породой номер 1. Ведь малинуа или голландские овчарки были и 50 лет назад, но в те времена они не пользовались спросом у кинологов армии и полиции. И все потому, что их разведение не велось с привязкой к боевому инстинкту. В стандарте этих пород вы не найдете упоминания этой основополагающей способности для защитно-караульных собак. Эти породы уже долгие годы разводятся в качестве спортивных собак для участия в развлекательных шоу. Но смена стратегии служебного собаководства в 70-е годы прошлого века привела к тому, что у армии и полиции появился повышенный спрос на собак спортивного типа. Да и кинологические организации, занимавшиеся разведением немецкой овчарки, отошли от первоначальных главенствующих принципов развития этой породы. И в наши дни они ориентируются на принципы развлекательного собаководства. Вот поэтому мы и видим множество видео, на которых собаки различных ведомств
отказываются работать в боевой обстановке, но при этом блистают на показательных выступлениях. Итак, ответ на вопрос, как добиться от собаки безотказного включения в боевой обстановке, очевиден. Необходимо найти собаку с должной степенью проявления боевого инстинкта и в последующем раскрыть ее потенциал. Другого пути для решения этой задачи не существует. Ведь если кинологи армии и полиции не могут добиться от своих собак безотказного включения, то это красноречиво говорит о том, что занятиями это сделать невозможно. Поэтому прежде чем заняться защитно-караульной службой со своим питомцем, пройдите фундаментальный тест на боевой инстинкт. Для этого воспользуйтесь помощью кинологов, которые натаскивают собак для боевого применения. А еще лучше обратитесь к заводчикам, которые занимаются племенным разведением немецкой овчарки. Они досконально знают, как проводится такое тестирование, так как их к этому обязывает стандарт породы. И если ваша собака не прошла это испытание, то заниматься с ней боевой подготовкой нет никакого смысла. Я умышленно не показываю, как проводится этот тест, чтобы неопытные владельцы собак не наломали дров, проводя испытания самостоятельно. Тестирование такого рода должен проводить только профессионал. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч!